Так, друзья, у нас клиент привез новую посылочку мне. Это блок коленвал шатуны. Также новые запчасти. Гильзы, кольца и так далее. Комплект прокладок. Сейчас будем все это вскрывать, смотреть. В первую очередь начнем вскрывать, замерять блок и коленвал. Запакованные шатуны. Да уж. Так, ну, собственно, вот так вот у нас выглядит коленвал. Покрылся он немного ржавчиной. Можем повернуть. Все будет хорошо, но надо промерять. Здесь у нас блок имеет очень сильную коррозию в районе резинок. И очень печальная система охлаждения всех каналов. Вода, глина, песок. Ездили непонятно на чем. Вот, ну в любом случае это надо все чистить, пробовать все чистить, замерять, вымерять. Начнем сначала мерить блок, шейку коленвала, затем будем его полностью очищать, смотреть выступ гильзы. Здесь я просмотрел, вроде все целые. Будем чистить, сначала замерять. Шатуны эти не подойдут. У нас уже имеются трещины в этих местах. Здесь вот трещина. Вот здесь. И вот здесь больше видно. Вот она. То есть втулка начала крошиться. Втулка уже крошится. Это менять втулки, либо менять шатуны на другие. Это такая же беда, как и на предыдущем шатуне. Очень нужные запчасти. Так, блок я подготовил, как смог почистил, немного стал получше в системе охлаждения, немного еще следы. Гильзы промерил выступ, посадочное блока промерил, все там хорошо. Подготовил гильзы к установке. Гильзы устанавливаем на свои места. Сейчас добьем. Установили вкладыши, подготовили коленвал, в бугеля установили вкладыши, устанавливаем коленвал на свое место.
Баблгам. Бубльгум. Как рука болит-то, а? Прошли, головой такого туда. Если прошли, то да. А если нет, то поменять. Все равно крутится. Привезли нам новенький распредвал. Сейчас будем его скрывать и устанавливать. Там. ГРМ мы выставили по меточке. 6 не распредвала, коленвала. Устанавливаем прокладку. В кожух и маховиках. В кожух маховика мы установили сальничек. Устанавливаем кожух маховика на место. Кожух маховика у нас установлен, затянутый заданным моментом. Подготовили маховик, установили беговое новое и новый подшипничек. Устанавливаем маховик на свое место. Так, установили мы маховик на свое место, затянули заданным моментом, переворачиваем блок, ставим его на кожух маховика. Установили беговое кольцо под передний сальник, ставим крышечку.
стрелочка вверх должна быть. Ну, то есть вперед. Поэтому здесь должно 3 в эту сторону, а 3 в другую сторону. Ну, подготовили мы поршня, почистили, установили шатуны. В шатуны установили вкладыши, смазали все специальной смазочкой. Блок у нас также готов к установке в него поршня с шатунами. Приступим. Оп. Я просто стеснялся. Что такое? Так возьми этого. А возьмеш ти його. Возьми. Вон мати твої. Вот так вот затянули. За сколько? О, нормально. 300? Нет, 100 ньютонометров. О, нормально. Противовесы устанавливаем на свои места, как и снимались. Помеченные были. Я что же метр? Один. Установили мы масляные форсуночки, установили все поршня, шатуны затянули заданным моментом. Установили масляный насос, ставим помпу и корпус масляного фильтра. Вот это называется Насос водяного охлаждения или помпа.
до такого состояния мы собрали двигатель. Установили. Будем его переворачивать. Кстати, нового образца, оригинальный, с оригинальным номером. Установили компрессор, установили корпус цепана, заменив там мембрану. Установили мы толкатели на свои места. Ставили прокладочки. Дальше подготовили головки. Собрали их. И устанавливаем. Так, мы подсобрали двигатель далее, установили коромысло, мостики, отрегулировали клапана. Сейчас мы установим топливные форсуночки, топливные, морковки новые, вот таким номером они идут. Устанавливаем.
Спросим наших зрителей. Почему перестали делать V-образные двигатели? Значит, будут делать Евро 7. Что, подержать? Подай вон там. Установили мы турбину, затянули ее. И прежде чем закручивать штуцер этот, нам необходимо сюда залить масло. Для этого в этом наборе лежит шприц. Это не для того, чтобы эти мотористы кололись перед сборкой, а чтобы заливать туда масло. Это в комплекте с турбиной шел, да? Все это? В комплекте с турбиной все это шло? Это не турбина, это ремкомплект турбины. То есть установочный комплект турбины называется. Там прокладка, вот эти штуки. Угу. Нам необходимо сюда. Оп. Вот так вот. О, масло у нас уходит. Можем ускорить процесс. Масло ушло, еще один шприц. Залить пару литров. С шприцом. Да. Проще лейку поставить. Да, она не зальется. Это шутка была. Все. Это достаточно. Все, теперь шприц можно помыть и использовать по назначению. Почти собран. Турбинку мы установили. Устанавливаем сейчас спускной коллектор, горник, и будем производить запуск. Ну это ваше. Вы не башляете нам отдельно. Ставить запускать.